Поражение — это всего лишь упущенная победа. Нет недостижимых целей, есть неправильные стратегии. Вы слышите цитату, а это значит, что канал AlexOBS продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Embattled Land. Сверху стартует Клеймор, американский авиационный генерал Грейнджер. На нижней позиции Юг-сервер, подрывник ГЛА Джазис. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Итак, карта Embattled Land или Земля в бою, если ее перевести. По крайней мере, Google переводчик так перевел. Карта для меня новая, поэтому давайте по ней пробежимся. Значит, у нас справа ресурсный док, слева док, в центре вышки 2 штуки. Есть ремонтная мастерская. Справа здесь в центре есть коробочки, также коробочки есть слева, есть домики. Можно пробовать ресурсный центр ставить и, соответственно, если, допустим, загла ставить нору, ракетчиков, ну и хорошая такая защищенная позиция. У Юсы в данном случае у нас, в принципе, все то же самое. То есть 2 дока ресурсных есть, и уже Клеймор поставил 2 ресурсных центра. Есть военный завод, пока нет барака. Дозер, кстати, в коробочку, а вот уже и есть казарма. Справа Хаммер пошел вперед, отменять, скорее всего, рабочих. Слева идет Дозер. Рабочий, кстати, есть у юг-сервера. Направо пошел, слева также рабочий побежал вперед. Хаммер тем временем пошел обратно на базу. Хаммеры спамятся, кстати, есть уже второй. Дозер в коробке. Слева Дозер дошел практически до базы юга, но поехал куда-то не туда. Ну, здесь есть подрывник, поэтому Дозер, в принципе, до рабочих, я думаю, дойти-то и не сможет. Кстати, хотелось бы сделать такую, ну, скажем так, высказать благодарность юг-серверу за данный реплей. У него, кстати, есть канал в Дискорде, практически одноименный, называется Южный сервер. Можете перейти, ссылку я оставлю в закрепленном комментарии под видео, ознакомиться с каналом. А тем временем юг-сервер гонит техничку. Техничка не пустая, там 5 юнитов сидит, скорее всего, это подрыв. Ну, Джазис не Джазис, если не пользоваться подрывами, как бы, да, поэтому катается здесь техничка, 3 подрывника высаживаются, еще 2, видимо, остаются, попытался врезаться в пачку, не вышло, подрывники закрываются, и закрывается электростанция, есть. В принципе, здесь должно хватать у американцев, да, хватает места, чтобы в коробке сразу же поставить электростанцию. Вообще, в принципе, коробочку так и надо стараться делать, чтобы хватало места, если что, поставить энергию. Если на тот случай, если изначально построенная будет уничтожена. Ракетчики тем временем уничтожили Дозер. Вновь техничка от юга. У нас мало энергии. Едет как раз таки под военный завод. Она не пустая. Там 4 юнита сидит. Так, тут Хаммеры, надо быть аккуратным. Катается пока вокруг вот этого сектора. Как бы бить чинуки как не вариант, потому что там есть меры против ракет. Ну, прокатился хотя бы, одного ракетчика забрал, техничка на лазерлоке теряется. Там 4 было подрывника, они высаживаются, Хаммеры уже практически подъехали. Мне такое ощущение было, что юг попытался Дозер забрать, но не выйдет, там он защищен, и ракетчики сливаются. Достаточно большая пачка Хаммеров сейчас у Клеймора, 5 штук плюс медичка. Чинится Хаммер, ракетчики рассаживаются. Ну и слева достаточно интересные позиции. Такой укрепленный сектор. Если еще в домик сюда ракетчиков посадить, так в принципе вообще здесь можно так хорошенечко обосноваться. Вышел квад, работает по чинукам. Чинуки отлетают. И уже на 1 сапплай сейчас начинает Клеймор-то терпеть. Тем временем идут Хаммеры. Напоминаю, армия большая. Есть 4 технички. Они попытаются, конечно же, подойти сейчас к Хаммерам. Там ракетчики. Но 1 Хаммер надо попробовать-то забрать. Заранее Клеймор высаживается, пробивает одну техничку. Так, ну и попытается, я думаю, до конца уже всю армию ГЛА забрать. Ну и да, и минус техничка, и минус ракетчики. Дальше подходить пока Клеймор не рискует. Юг-сервер обороняется с помощью Стингера. Ну, как сказать обороняется? Просто Стингер достает до дронов. Ну и дроны, естественно, погибают. Квад надо закрывать и возвращать добычу. Норка справа, кстати, все-таки у юга достроилась. Рабочий побежал дальше. Квад закрывается и идет Клеймор дальше. Тут, как напоминаю, есть Стингер, есть Норка. И выходят 5 техничек. Сразу же садятся ракетчики в домик. Клеймор высаживается и начинает отстреливать по Стингеру. Тем временем технички идут вперед. И технички, к сожалению, пустые. Подходят под казарму, под сапплай. Ну и начинают настреливать по казарме, но мне кажется, это будет все очень долго. Там уже идут
Хаммеры идут вперед. Ну и, в принципе, все эти технички, я думаю, будут закрываться. Ну, максимум можно попробовать один хаммер забрать, но и тут еще снизу пачка подошла, и просто технички были в ловушке. Но осталось всего лишь 2, думаю, все это будет уничтожено. И появляется стратегический центр. Тем временем справа норку дать не удалось. Клеймор уничтожает, юг-серверу не получается еще ближе позицию установить. Но у него слева позиция есть. Технички, кстати говоря, уходят. Справа здесь Клеймор отбился, дозер у него есть, в принципе, есть все сейчас. И пачка есть, и серч есть, военный завод, казарма, сапплай оба качают, есть энергия, и строитель также еще существует. Тут здесь с домика наяривает по стингеру, хаммеры тем временем идут вперед, один уходит направо, будут садиться туда ракетчики. Ну и все, позиции в принципе разбиваются. Все, отбился. Тем временем, я так понимаю, подрыв от юг-сервера. 4 подрывника и минус серч. Минус серч, но один подрывничок залагал. Так можно было попробовать еще и военный завод забрать. Подрывник погибает, рейнджеры его уничтожают. Тем временем техничка будет пытаться по рейнджерам здесь настреливать. Одного даже получается забрать. Тем временем приходят хаммеры и минус техничка. Потерял Сёрч сейчас Клеймор, молодец, юг-сервер, но приходится в итоге дозеру выйти из коробки и вновь отстраивать стратегический центр. Спамятся еще технички, военный завод пока у юг-сервера один. Кстати, здесь ракетчики сидят, можно вот сюда в домик завести их и прикрыть фланг. Так, слева тут норка одна, справа вторая, как бы все в принципе вроде как и под защитой, вроде как даже спамится подрыв, а там тем временем техничка не пустая, там подрывничок, и он только с одной целью сюда приехал забрать дозер. Так, еще и каркас серча отменил, ну и все, строителей нет, стратегического центра нет. И вот все, что осталось сейчас на базе у американца. В принципе, хватает для того, чтобы сейчас спамить и разносить гладь, чем в принципе Клеймор-то сейчас и занимается, и просто разбивает первый сапплай, который попался ему на пути. Там дальше идет казарма. Но армия очень большая, очень много ракетчиков, есть Ту и минус казарма. Ну и надо идти пробовать дальше. Тем временем юг-сервер пришел огромной армией техничек на базу Клеймора. И что это, размен базами получается? Дается, я так понимаю, да, есть каркас казармы. Успеть бы рабочим сюда прийти, ее построить. В принципе, есть еще и деньги в запасе для того, чтобы поставить ресурсный центр. Ну и что получается? Сейчас технички начинают пробивать военный завод, а тут 2 убертечи. Плюс еще есть со скрапом, с первым, скажем так, уровнем скрапа, что ли. Технички, которые также помогают уничтожать военный завод. Военный завод потерял сейчас американец. Пачка тем временем у американца разделяется. Здесь уже тоже юг-сервер достаточно тяжко. Военный завод был потерян. Сапплай последний разбивается. Остается только одна норка рядом с вот этим ресурсным доком. Пачка, напоминаю, разделилась. 4 хаммера идут вперед. Идут на базу уничтожать технички ГЛА. Забрал юг-сервер сапплай. Забрал военный завод. Идет под раздачу электростанция, был потерян... Нет, здесь не было потери хаммера, здесь была потеряна техничка. Электростанция почти добита, пробивается тем временем казарма. Одна трехлучковая течь, посмотрите, уничтожает хаммер. Надо бы скрапик, наверное, подобрать. Да, отлично. И пытается юг-сервер так поближе еще подойти. Теряет, естественно, технички также, но и разбивает при этом хаммеры. Уничтожается пехота. И удается все-таки юг-серверу перебить хаммеры америкосу. И разбивается казарма и электростанция. Все, последнее здание. Также, в принципе, последнее здание сейчас и у юг-сервера. Ну и посмотрим, получится ли югу сейчас вырвать победу. Американец тем временем возвращается обратно. 4 хаммера плюс медичка идут вперед. Тут справа также хаммер есть. Надо пилота садить и идти уничтожать технички. Пробивается тем временем ресурсный центр. Почти убил. Подлетают чинуки. Пытаются блокировать убертечи. Пробивается одна техничка. Также теряется хаммер. Течи заходят левее, здесь есть дом, и попадают технички в ловушку, справа хаммеры, и все. И все-таки юг-серверу удается победить. Слушайте, достаточно крутой поединок получился, буквально за 9 минут 25 секунд бойцы показали очень насыщенный поединок, насыщенный бой, здесь было все, и пачка на пачку, и размены базами, и так далее, да, и какие-то и забеги рабочих, близкие позиции. Ну, и большая пачка да, и дозер-ханты, что только не было. Показалось бы, 9 минут 25 секунд, а столько событий. Очень круто. Спасибо бойцам, отличный поединок. Продолжайте в том же духе. Желаю вам успехов. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.